Love and happiness. Love and happiness. Love and happiness. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Куватов, и я рад вам представить 19-й выпуск видеожурнала HairSet. И в этом выпуске вы увидите 3 сюжета. По вашим просьбам, в данном выпуске я покажу женскую короткую стрижку с удлиненной челкой, выполненной по системе Axiom. Во втором сюжете нашего журнала я покажу вам технику растяжки цвета на мужских волосах. В данном сюжете мы снова обратимся к теме колористики, а точнее к ее фундаментам. В связи с поднятой темой в группах HairSet и на сайте журнала, с фоном осветления я более подробно вам расскажу, что такое меланин волоса, как он формируется, из чего он состоит и с чем его едят. Все сюжеты основаны на исследованиях и разработках международной системы Axiom. Более подробную информацию о системе и обучающих материалах вы можете найти на сайтах нашей компании www.hairclub.ru, а также приобрести видеоматериалы и книги у нас в интернет-магазине www.axiomshop.ru. Love and happiness. Стрижку выполняем по правилу разделения лекала номер 2. Затылочная зона стрижется фронтальными и диагональными проборами по правилам прямой геометрии с оттяжкой 90 градусов по отношению к пробору и углом среза 90 градусов.
Височные зоны стрижем фронтальными диагональными проборами с оттяжкой 90 градусов по отношению к пробору и углом среза 90 градусов по отношению к оттяжке. При этом контрольную прядь задаем с условием желаемой длины на височных зонах, не ориентируясь на длину в затылочной зоне. Оформляем внутреннюю линию окантовки виска. Обратными диагональными проборами соединяем линию стрижки на висках и затылочной зоне. Стрижку выполняем в височной плоскости. Геометрия стрижки прямая с углом оттяжки 90 градусов по отношению к пробору и углом среза 90 градусов по отношению к оттяжке. Затылочную зону стрижем вертикальными проборами с оттяжкой 90 градусов по отношению к оси головы. Геометрия стрижки зоны вогнутая.
задаем линию окантовки. Высушиваем волосы при помощи фена. Использование утюжков стрижки необходимо только в случае, если клиент сам постоянно их использует в укладке дома, либо если вы хотите сделать вашу услугу более дорогой. Если ваш клиент не использует утюжки в домашних условиях, то доработку стрижки необходимо делать на уложенные волосы феном и щеткой.
love and happiness. Для окрашивания используем планшет-лопатку. Она позволит выполнить работу более аккуратно и качественно. Наносим блондирующий краситель в виде галочки на прядь. Блондирующий порошок разводим достаточно густо, чтобы он не подтекал во время времени выдержки. Между прядями прокладываем ватные тампоны, которые позволят обезопасить корни волос от попадания красителя на них. На следующие пряди наносим краситель до середины зигзагообразным способом. На третью прядь наносим краситель, отступив как можно меньше от корня. Данная техника окрашивания позволит создать цветовое пятно более плотным, но с явно выраженным эффектом растяжки. По окончании времени выдержки хорошо смываем краситель с волос водой и выполняем процедуру цветовой бани или нейтрализации фона осветления.
Данный видеосюжет я решил показать с участившимися вопросами о фоне осветления. Мы ранее уже затрагивали эту тему в вопросе блондинок и по большому счету подробно рассказали, как работать с феомеланином. Но, видимо, вопрос надо было сразу раскрыть более подробно, поэтому делаю это сейчас. Вообще вся эта тема поднялась после того, как я нашел в инструкции к красителям итальянского и американского производства вот такие интересные инструкции с описанием натурального пигмента. Wherever you're going to land, that's going to give you that dominant pigment. And that's what happens. Each level has a different exposure, which influences the end result of what you're trying to achieve here. So when you look at it, you can either enhance the dominant pigment for vibrancy, or for brightest results, you can neutralize it to create more natural results. Как видите, данные бренды говорят о том, что на третьем уровне глубины тона у людей фиолетовый меланин, а на первом вообще синий. Поэтому давайте обратимся к науке и разберемся, так ли это. Волосы, как и наша кожа, получают цвет в результате образования натурального пигмента меланина. Меланин формируется в клетках меланоцитах, которые находятся в фолликулах волоса. Воспроизводя меланин, они внедряют его в кератиноциды. В меланоцитах формируются два натуральных пигмента, известных под названием феомеланин и эомеланин. Коллеги, все, только два пигмента. Существует в сети еще такое определение, как трихосидерин. Но ни в одной научной библиотеке мира я не нашел ни одного упоминания о данном пигменте. Также нигде в научных материалах и статьях нет описания, что трихосидерин есть растворенный красный пигмент в кератине волоса. Поэтому, думаю, будем все же говорить о научно доказанных моментах и компонентах волоса. И не будем брать в расчет теории, не имеющие на данный момент научного обоснования. Пигменты, сформированные в волосе, так же как и белок волоса, кератинизируются и становятся жесткими, как камень. При этом феомеланин формируется в желто-красном оттенке, а эомеланин спектрально имеет коричневый цвет. На этом пункте необходимо сделать остановку и пояснить еще один момент. В эомеланине нет отдельно находящихся цветовых элементов. По крайней мере, до сих пор нет ни одной доказанной по данному пункту статьи и фотоотчета. Цвет эомеланина формируется в момент формирования его в меланоците, и вы не сможете его разбить на части, удалив из него сначала синий, потом красный. Цвет феомеланина, как мы видим из фотографии, имеет красновато-желтые цвета и также формируется в результате митоза в меланоците. С учетом, что наш организм – это сложнейший механизм, реагирующий на любые изменения в нем, то цвет пигментов может варьироваться и слегка меняться, за счет чего мы часто можем увидеть, что на одном волоске находятся совершенно разные оттенки цветов на различных участках. Эомеланин в 2 раза больше феомеланина. При этом в результате их химического состава, как повелось зарождение Земли, эомеланин легче поддается разрушению в результате воздействия на него атомарного кислорода. Феомеланин же сидит в волосе глубже и хуже осветляется. Осветление пигмента происходит путем их разъединения и последующего уничтожения, что отчетливо видно на фотографии. При этом у многих монголоидных и африканских волос эомеланин обладает особой живучестью, и его удалить достаточно сложно, что усугубляется его еще и количеством, особенно если сравнивать с европейским и скандинавским типом волос. Поскольку мы говорим об уничтожении пигмента, то есть о его принудительной диффузии, мы должны понимать, что изменить цвет феомеланина путем действия на него только атомарного кислорода невозможно. И если вы осветляете волосы из 6-го уровня глубины тона, то дойдя до 10-го уровня, все равно останется явно выраженный оранжевый пигмент. Подводя итог ко всему сказанному, цвет феомеланина обусловлен генетически и имеет красно-желтый цвет. Цвет эомеланина находится в коричневой гамме и также формируется исходя из генетических особенностей той или иной человеческой особи. Цвет феомеланина не может быть синим или фиолетовым. Цвет феомеланина не меняется путем осветления его. Дальше, я думаю, вы сможете сделать еще больше количество выводов, исходя из показанных и рассказанных мной материалов. И буду очень надеяться, что если для вас эта информация нова, она позволит вам правильно выбрать направление движения и больше не допускать фатальных ошибок при окрашивании волос.
Для получения более подробной информации о сетах подписывайтесь на наш канал в YouTube, а также вступайте в наши группы в соцсетях ВКонтакте и Facebook. Если вы хотите больше узнать о системе Axiom и подробнее изучить ее, рекомендую продукцию, представленную на сайте нашего магазина axiomshop.ru. И не забывайте, искусство не может существовать без науки, как и наука без искусства. На этом мы заканчиваем наш сет. До встречи в следующем выпуске. Love and happiness.